萧炎，莫要以为进入了斗帝便能与本帝抗衡，今日你若失败，连军。Хунь Мишен, глава зала душ, сейчас главный противник Сяо Яня и самый сильный. На уровне святого 5 звезд мощная угроза. Однако теперь, после поглощения пламени очищающего лотоса, Сяо Янь тоже достиг 5 звезды. Нас ждет крутое противостояние 5-звездочных святых. Битва Сяо Яня с главой зала душ имеет легендарное значение. По сути, это верхушка силы на центральных равнинах. Лишь после победы над залом душ Сяо Янь сможет приступить к клану Хунь, который еще более могущественный. Кроме того, так решится, кто получит титул или звание повелителя центральных равнин, Альянс Небесного Дворца или зал душ. Итак, две стороны собрались для решающей битвы. Со стороны зала душ 7 святых. Эта великая сила действительно заставляла многих вздыхать и восхищаться. 2 лидера из 7 были глава зала душ Хунь Мишен и старик Хунь Мо. Заместитель главы зала душ был единственным знакомым лицом позади них. Остальные представители, вероятно, были экспертами из клана Хунь. А кто же из Альянса Небесного Дворца? Они на самом деле привели 10 святых. Все были ошеломлены великой силой Альянса Небесного Дворца. Никто не ожидал, что сила Альянса взлетит до такой степени. 10 святых, вы только вдумайтесь. Хунь Мишен посмотрел на Сяо Яня. «Ты действительно еще жив». В своем сердце он не верил. Впервые узнав об информации, связанной с ним, лично засвидетельствовав мощь очищающего пламени лотоса, ему было трудно поверить, что Сяо Янь спасся от рук этого пламени и выжил. «Спасибо, что помнишь обо мне. В противном случае я не смог бы выдержать». Слегка улыбнулся Сяо Янь. В прошлом его даже нельзя было бы посчитать муравьем по сравнению с ним. Однако теперь он был в состоянии говорить на равных с этим повелителем, который когда-то вызвал кровавый шторм посреди центральных равнин. Это указывало на то, что он рос с шокирующей скоростью. Глава зала душ заметил небесное пламя номер 3 в руках Сяо Яня. «Побежденный клан Сяо смог создать человека вроде тебя. Если кто-то будет обсуждать твои достижения, то тебя можно сравнить с Сяо Сюанем, однако, поскольку мой клан Хунь убил первого Сяо Сюаня, мы можем убить и второго». Глава Хунь Мишен предложил пари, чтобы решить судьбу всех. 3 раунда. Победителем станет сторона, победившая в 2 матчах. Каждый пошлет от себя 3 человека, и они сразятся. Сяо Янь шагнул вперед. Его аура оставалась спокойной. «Я принимаю вызов». Таким образом, Сяо Янь и Хунь Мишен решили сделать битву сильнейших вместо того, чтобы все силы, а это десятки тысяч экспертов, устроили побоище. Естественно, противником Сяо Яня стал Хунь Мишен. И это была 3-я битва, 3-й раунд. Именно сейчас решалась судьба всей войны. 2 лидеров, великих сил, глава зала душ против основателя Альянса Небесного Дворца. Глава зала душ шагнул вперед. «Я желаю испытать, насколько сильно очищающее пламя лотоса в твоих руках». Темно-черная Дао Ци медленно выскочила из его тела. Он сказал: «Просто нападай». Прежде чем глава зала душ успел закончить фразу, пространство перед ним потряслось, и словно призрак возник Сяо Янь. Розовое пламя яростно танцевало. Атака произошла очень быстро. Даже в спокойные глаза главы зала душ промелькнула вспышка удивления. В следующее мгновение темно-черная Дао Ци на поверхности его тела быстро превратилась в черный щит. Но пламя расплавило его. Глава зала душ нахмурился, ощутив, насколько властным оказалось очищающее пламя лотоса. Его тело задрожало, и на его ладони осталась метка длиной в полдюйма. Из раны не сочилась кровь, потому что кровеносные сосуды были сожжены жаром, исходящим от очищающего пламени. «Оно действительно достойно быть 3-го ранга». Глава зала душ уже получил рану в момент начала битвы. Сражение между ними выглядело как обычный бой. Обе стороны обладали призрачной скоростью. Они сталкивались и расходились. Сяо Янь применил божественный гнев безмятежного источника, чрезвычайно мощную атаку духовной звуковой волны сразу же после его первого удара.
Но Хунь Мишен — крепкий орешек. Бесчисленное множество духовных звуковых волн собралось перед главой Заладуш, а затем они превратились в острую стрелу, которая яростно выстрелила и столкнулась с духовной атакой божественного гнева безмятежного источника. Две духовные звуковые волны столкнулись, и в одно мгновение горная цепь загудела. Многие эксперты побледнели из-за этих духовных колебаний. Сяо Янь нахмурился, увидев, что его атака оказалась неэффективной. Это был первый раз, когда его божественный гнев был отбит. Душа главы зала также находилась в совершенном небесном состоянии, таком же состоянии души, как у Сяо Яня. Кроме того, сила главы зала душ фактически достигла святого 5 звезд среднего уровня. Другими словами, за эти 2 года его сила также поднялась. Сяо Янь поднял голову и посмотрел на главу зала душ. «Я впервые использую очищающее пламя лотоса для борьбы с противником. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Под напором розового пламенного луча величественная доуци вокруг Хунь Мишена начала стремительно таять. Сила реинкарнации гневного Будды стала подавляющей после образования нового пламени Сяо Яня. Обычный святой не смог бы выдержать и полминуты, поскольку вся его доуци полностью бы растаяла. В это время даже душа человека будет уничтожена этим пламенем. Пламенная платформа в небе тут же рухнула, а красный свет покрыл собой небо. Разрушающая сила в пламенном луче безжалостно поразила главу зала душ. Его достало. Яо Лао и другие испытали радость, увидев это. Предок башни Пилюль также сосредоточил свой взгляд на месте, где взорвалось розовое пламя. Определится ли победитель? Атака Сяо Яня была слишком мощной. Сяо Янь парил в небе. Хотя он был вполне уверен в своей атаке, по какой-то неизвестной причине он считал, что глава зала душ не умрет так просто. В этот миг черная фигура смутно сформировалась посреди распространяющегося розового пламени. Странная, всасывающая сила вдруг распространилась во все стороны. Розовое пламя втягивалось обратно. Он действительно поглотил очищающее пламя лотоса в свое тело? Сяо Янь немного ошеломился, когда смотрел на состояние тела главы зала душ, который медленно выходил из пламени. Сяо Янь сам ощутил некоторое недоверие. «Вкус очищающего пламени лотоса действительно восхитителен». Хунь Мишен ярко улыбался, странное черное пламя с необычной пожирающей силой присутствовало в его глазах. Он посмотрел на хмурого Сяо Яня. «Ты обладаешь очищающим пламенем лотоса, но в то же время я сам обладаю более сильным небесным пламенем», ответил Хунь Мишен, медленно протягивая свою руку. Внезапно на ней вспыхнуло скопление черного пламени. Глаза Сяо Яня сузились. Второе в рейтинге небесное пламя, пламя, пожирающее пустоту. Она стояла даже выше очищающего пламени лотоса. Как это возможно? Как он может обладать пожирающим пустоту пламенем? Яо Лао сразу же признал необычное черное пламя. На его лице возникло сильное потрясение, также отреагировал предок башни Пилюль. Сяо Янь, не моргая, смотрел на черное пламя, затем тихо сказал: «Твое небесное пламя не пожирающее пустоту пламя». «О-о-о!» Услышав замечание Сяо Яня, глава зала душ просто поднял бровь. «Если мое пламя не пожирающее пустоту, почему бы тебе не сказать мне, что это такое?» Это пламя было действительно способно излучать уникальную пожирающую силу, но Сяо Янь обладал 6 типами небесного пламени. Вряд ли кто-то на континенте обладал лучшим пониманием небесного пламени, чем он. Поэтому он смутно почувствовал, что с этим пламенем что-то не так. Такой способностью действительно обладает пожирающее пустоту пламя, однако она слаба. Возможно, это потомок пожирающего пустоту пламени. Этот так называемый потомок пламени был пламенем, отделенным от сущности самого пламени. Потомок обладал некоторыми способностями сущности, но он обладал намного меньшей мощностью. С определенной точки зрения его можно считать аватаром небесного пламени. Однако способностью отделять и создавать потомков пламени обладали очень немногие виды пламени. Прежде очищающее пламя лотоса тоже обладало такой способностью, но оно не отделилось.
Ты действительно достоин называться экспертом в играх с пламенем. Хунь Мишен подтвердил догадку Сяо Яня, как и ожидалось. Сяо Янь холодно рассмеялся в своем сердце. Если бы Хунь Мишен действительно обладал истинным пожирающим пустоту пламенем, он бы к настоящему времени уже поглотил бы всю энергию здесь. Зачем ему медленно пожирать ее? Как он это делал с розовым пламенем? Однако он обладает потомком пожирающего пустоту пламенем. Это означает, что клан Хунь владеет истинным пламенем, пожирающим пустоту. Сердце Сяо Яня наполнилось серьезностью. Действительно, пожирающее пламя представляло чрезвычайную важность для клана Хунь. Хотя глава Золодуш обладал высоким статусом, он не мог получить истинное пламя. Забудьте о том, что у него была сила контролировать это пламя. Даже если бы он мог, клан не позволил бы никому, кроме главы клана Хунь, оставить его за пределами клана. Но что же было дальше? Увидим ли мы противостояние двух сильнейших небесных огней? Рассмотрим это в будущих видео. Поставьте побольше лайков и напишите в комментариях, делать ли продолжение. Большое спасибо за просмотр и всем пока!